Сколько стоит родить ребенка в Америке? Что ждет женщин, которые уезжают рожать в США? Зачем все едут рожать в США? Правда ли, что ребенок автоматически становится гражданином США? Когда его родители смогут получить гражданство? Как происходит оформление документов? Преимущества, недостатки и подводные камни данного процесса в данном ролике. А для начала позвольте представиться. Меня зовут Андрей Солодов. Я аккредитованный иммиграционный представитель в городе Форт Лодердейл, штат Флорида, США. Итак, начнем с главного вопроса. Зачем рожать в США? Самая очевидная выгода, ради которой приезжают рожать в Штаты, это получение ребенком американского гражданства по принципу почвы. Получение гражданства для ребенка происходит автоматически и совершенно бесплатно. Гражданство дает право безвизово посещать 184 страны мира и в дальнейшем законно обосноваться в Америке. Граждане страны могут свободно перемещаться по всему миру без бюрократических проволочек. Ребенок, рожденный на территории страны, вправе рассчитывать на получение образования бесплатно. Не стоит говорить, что американское образование считается одним из лучших в мире, поэтому роды в США – это существенный вклад в будущее вашего ребенка и, самое главное, экономный для его родителей. Но и в этом процессе, как и во всех других, есть свои подводные камни, о которых мы поговорим немного позже. Что еще привлекает мамочек в родах в США? Это, безусловно, высочайший уровень медицины. Для беременных преимуществом родов в Америке является высокий уровень сервиса и современное оборудование с квалифицированным персоналом. С точки зрения социального обеспечения, ребенок, рожденный в Америке, имеет право на получение социальной гарантии. При этом гражданство будет двойным, то есть отказываться от любого другого гражданства не придется. А теперь поговорим про недостатки и подводные камни. Я перечислю все главные преимущества родов в США. Но есть ли подводные камни? Конечно, есть. Именно они отталкивают многих родителей. Первый недостаток кроется опять же в гражданстве. Ваш ребенок получает его автоматически, однако для родителей такая возможность может представиться не скоро. Согласно американскому законодательству, по достижении 21 года гражданин США вправе подать документы на воссоединение с семьей. Правда, для этого он должен сам проживать в Америке, а семья иметь приличный доход для переезда в новую страну. До этого момента у родителей ребенка нет законных оснований оставаться в стране дольше, чем разрешено их визой и штампиком, поставленным при въезде. Именно по этой причине многие едут исключительно ради родов получения гражданства для своего ребенка, а после снова возвращаются в родную страну и приезжают в США, например, на зимовку. Но чтобы постоянно жить родителям в США, нужно будет постоянно продлевать визу и иметь реально высокие заработки, так как ни для кого не секрет, что жизнь в Америке очень дорогая. Также в США ничего не бывает бесплатно, и будьте готовы выложить за роды приличную сумму денег. Без страховки стоимость медицинских услуг может стартовать от $20 тысяч. Непредвиденные усложнения, кесарево сечение, проблемы с ребенком – это все несет за собой дополнительные траты. Конечно, можно оформить страховку, но и она не всегда покрывает все издержки. И вот мы с вами плавно перешли к ценам. Приведу примеры. В любом случае, рождение ребенка в Америке можно расценивать как удачную инвестицию. Другое дело, сколько денег придется вложить на начальном этапе. Мы посчитали, сколько в среднем стоят роды в Америке. Представим, что вы прибыли в Америке 3 месяца, и роды прошли без осложнений. Цены средние. Бюджет на роды в Майами. Соответственно, билеты туда-обратно могут стоить вам порядка $1200. Аренда квартиры на текущий момент, ввиду постковидной ситуации, стоит достаточно дорого. Может стоить от $3500 до $5000 в зависимости от конкретного района, где вы хотите проживать. Стоимость родов в районе $6000. А нахождение в госпитале может стоить порядка $4000. Посещение педиатра $550. Покупка различных детских товаров может быть в районе $800. Средняя аренда автомобиля также может обойтись вам в районе от $400 до $1000. Еда и прочие расходы $1500. Оформление документов, разрешений – это тоже будет вам стоить дополнительные деньги. То есть итого ваш бюджет должен быть рассчитан примерно на $25–27 тысяч, возможно даже больше. Также бюджет поездки зависит и от города, куда вы приедете на роды. Очевидно, что бюджет поездки в случае родов в Нью-Йорке будет существенно выше, чем роды в Майами. В свою очередь, поездка на роды в Майами будет хоть и незначительно, но дороже Солт-Лейк-Сити. Роды в LA по бюджету стоят приблизительно между Нью-Йорком и Майами. А может быть, можно родить в США бесплатно по страховке? Но рожать в США по туристической визе бесплатно, по страховке нельзя, это запрещено и приводит к крайне негативным последствиям. В некоторых штатах есть дыры в законодательстве, позволяющие оформить Medicaid для туристов, чем нередко пользуются не совсем добросовестные соотечественники.
Но делать этого нельзя, и рано или поздно это приведет к аннулированию, либо отказу при повторном обращении визы. Для родителей ребенка это будет в лучшем случае. С чего начать подготовку? Допустим, вы решились на роды. У вас есть сумма 25-30 тысяч долларов. С чего начинать подготовку поездки? Для подготовки к родам в США вам понадобится поэтапно пройти следующие процессы. Выбор города, в котором вы планируете рожать. Все зависит от клиники и климата, цены и доступности. Вы можете изучить актуальные предложения и воспользоваться рекомендациями. А популярным направлением для туристов считается город Майами, штат Флорида. Выбор отелей и билетов. Нужно заранее покупать билеты, оплатить или забронировать отель на весь срок пребывания. Определиться с госпиталем и доктором. Лучше определяться заранее. Откладывать этот вопрос на потом мы не рекомендуем. По прилету в США вам будет чем заняться, поэтому это можно сделать чем раньше, тем лучше. Далее, вам нужно подобрать жилье, договориться с владельцем, возможно внести предоплату и заключить договор на весь срок пребывания. Для того, чтобы полететь на роды в США, нужно иметь визу, поэтому важно заранее заняться решением этого вопроса. Если не хотите самостоятельно проходить все последующие этапы, можете обратиться к нам, и мы поможем с получением визы в Америку. Документы. На сайте или при личном посещении посольства США в вашем городе или в столице нужно пройти стандартные процедуры. Заполнить заявление, предоставить личные данные, фото и так далее. Всю информацию можно найти на сайте представительства по Америке в вашей стране. Пошлины. Для получения визы необходимо оплатить государственную пошлину, установленную законом. Цена фиксирована. После подачи документов необходимо личное присутствие на собеседовании в посольстве. Виза. Получение одобрения. Будущая мать получает возможность выезда в США. Отправляясь на роды в Америку, нужно обязательно иметь документы, связанные с визой, удостоверением личности, обязательствами перед клиникой, куда вы направляетесь. Надо подготовить справку о доходах, документы на право собственности, кредитный договор, если имеется, выписку с банковского счета. Все это нужно для того, чтобы подтвердить благополучное материальное состояние будущей матери. Американцы стараются обезопасить страну от нелегалов, которые после рождения ребенка остаются в США. Если вам удастся убедить сотрудников посольства, что вы не планируете претендовать на жительство в Америке и собираетесь возвращаться в свою страну, где для вас благоприятные условия, то все будет хорошо. Так как в текущих условиях визу в США получить крайне сложно, следует обращаться к профессионалам. Мы с моей командой поможем вам с оформлением и избавим вас от этой бюрократии. Также подготовим необходимые документы, которые могут вам потребоваться в США во время перелета или на границе. Обычно этот вопрос вызывает у всех определенные волнения, хотя на самом деле документов не так много, список достаточно логичен. У вас с собой должны быть следующие документы. Подтверждение цели поездки. В вашем случае это приглашение доктора с назначенной датой визита, прайс доктора, соответственно, стоимость госпиталя и прочих дополнительных услуг. Паспорт и загранпаспорт обоих родителей, свидетельство о браке, подтверждение платежеспособности. Это могут быть выписки со счета, чек из банкомата и так далее. Желательно подтверждение наличия жилья. То есть это может быть скан-копия контракта об аренде жилья, подтверждение брони на Airbnb или Booking.com, приглашение в свободной форме от друга либо от родственника. У вас также должен быть обратный билет, обменная карта и данные всех анализов и исследований беременной. Желательно, чтобы все эти документы были в распечатанном виде или сохранены на смартфоне, чтобы не было необходимости использовать интернет, который может в аэропорту не работать. Какие документы понадобятся на ребенка после родов? Как происходит оформление всех документов для новорожденного? Многих беспокоит вопрос, как оформляется гражданство для ребенка. Тут все просто. На самом деле не существует какой-то отдельной процедуры оформления гражданства для ребенка, родившегося на территории США. Он получает гражданство автоматически, что подтверждается получением свидетельства о рождении с указанным местом рождения, соответственно, это указывается Соединенные Штаты, штат и город, где он родился. Никаких дополнительных действий делать не нужно. После родов к маме в палату приносят специальные формы. На их основе ребенку выдается номер социального страхования Social Security Number, или другими словами, это как налоговый номер, индивидуальный налоговый номер, соответственно. Через несколько дней можно получить свидетельство о рождении, это Birth Certificate. Это важные документы, и необходимо очень внимательно заполнять формы, так как впоследствии исправить допущенные в имени ребенка или родителей какие-то ошибки, опечатки будет достаточно долго и проблематично. Как оформить российские документы для ребенка, который родился в США? Для того, чтобы ребенок, родители которого являются гражданами России, мог прилететь в Россию,
Ему необходимо оформить российский заграничный паспорт. Ребенку сначала делают американские документы, только потом российские. Гражданство РФ ребенок получает автоматически в соответствии с тем, что на основании документов своих родителей. Процедура получения российских документов достаточно проста. Делается нотариальный перевод свидетельства о рождении с апостилем на русский язык. После этого проставляется штамп о российском гражданстве и заказывается заграничный паспорт. Для этого нужно отправить в государственные органы свидетельство о рождении ребенка. Далее получить апостиль. Это документ, который делает свидетельство международным. Далее собирается пакет документов на прием ребенка гражданства и на выдачу ему загранпаспорта. И записывайтесь на прием в российское посольство. Наиболее часто задаваемые вопросы. Я собрал самые острые вопросы, которые возникают у будущих родителей, чтобы развеять некоторые опасения и страхи перед тем, как решиться народу в Америке. Пускают ли в самолеты на поздних сроках беременности? Никакая справка от доктора, как правило, не требуется, а перелеты не возбраняются вплоть до 36-38 недель беременности, в зависимости от авиакомпании. Часто ли разворачивают на границе и не пускают в Америку? Многие боятся момента въезда в США и самого пересечения границы. Вдруг пограничники не пропустят вас, или, проще говоря, развернут и не пустят в Америку. Особенно тему постоянно подогревают различные форумы, в которых люди пишут откровенные глупости на эту тему. Пересечение границы беременной женщины ничем не отличается от пересечения границы любым другим человеком. Если в двух словах, то причиной отказа во въезде может быть подозрение на наличие иммиграционных намерений. Желание родить в США вполне законно и не нарушает действующее законодательство и не является иммиграционным намерением. Разумеется, вы должны быть подготовлены и должны быть способны подтвердить наличие у вас денежных средств, подтвердить место проживания, знать, где вы планируете рожать, с каким доктором, сколько это стоит и так далее. И очень важно подтвердить, что после родов вы планируете вернуться обратно в свою родную страну. Какой тип визы вам нужно открыть для того, чтобы вы могли приехать в Америку для родов? Роды в США – это медицинский туризм, поэтому необходимо открывать визу типа B1, B2 – это бизнес и туризм, стандартная туристическая виза по сути, либо в некоторых случаях просто B1 – это медицина и туризм. Можно ли присутствовать отцу, друзьям, родственникам на родах? Какие нужны документы от присутствующих? На родах разрешается присутствовать всем желающим по согласию роженицы. В некоторых госпиталях во время родов разрешено пребывать до 12 человек одновременно. При этом от присутствующих не требуется иметь при себе какие-либо документы, достаточно всего лишь хорошо вымыть руки, просто подготовиться для входа в стерильное помещение. Сколько времени и денег занимает оформление американских документов? Стандартная процедура оформления американских документов для малыша. Американского свидетельства о рождении, номера социального страхования, Social Security Number, и американского заграничного паспорта. Занимает до месяца времени и составляет около $200 США. Какие выгоды для малыша от американского гражданства? В первую очередь, это возможность жить, учиться, работать и зарабатывать в США. Вузы США возглавляют все мировые рейтинги. Граждане США имеют существенные преимущества в поступлении и скидки на обучение в сравнении с иностранными гражданами. Во-вторых, это безвизовый въезд в большинство стран мира. В-третьих, доступ к дешевым кредитам и ипотеке, реальная защита государством своих граждан в сложных обстоятельствах и возможность в будущем подать заявление на воссоединение семьи и пригласить в Америку своих родных. Что дает родителям американское гражданство малыша? К сожалению, все выгоды от американского гражданства получает только ребенок. Родители получают возможность пожить в одной из самых развитых стран мира, получить безупречное медицинское обслуживание и дать лучшее будущее своему ребенку. В то же время, если думать о дальней перспективе, то после достижения совершеннолетия, то есть в Америке это является 21 год, ребенок может подать документы на воссоединение семьи и помочь получить вид на жительство, а затем и гражданство своим близким родственникам. Важное условие – ребенок должен не только достигнуть совершеннолетия и иметь американское гражданство, но и быть фактически резидентом США на момент подачи документов, то есть он должен находиться на территории Америки. Могут ли родители малыша работать во время пребывания в Америке? Зависит от вашего типа визы. Вероятнее всего, вы прилетаете на роды в США по туристической визе B1, или у вас смешанный тип визы, туризм, бизнес, B1, B2. С этой категорией визы вы не имеете права работать в Америке на любой оплачиваемой работе. Нарушение этого требования наказывается депортацией из США с лишением визы и, вероятно, запретом на получение визы в США в течение определенного периода, вплоть до 10 лет или, возможно, навсегда.
Что касательно двойного налогообложения. Чаще всего среди недостатков американского гражданства выделяют двойное налогообложение. И такая проблема действительно существует, но эта проблема только очень богатых людей. Согласно американскому законодательству, любой гражданин США, независимо от места проживания и места работы, обязан платить налоги. Какие условия в американских больницах и госпиталях? Клиники в США можно сравнить с отелями на известных курортах. Персонал встречает вас как VIP-клиента, каждая палата напоминает маленький номер с душевой кабиной и телевизором. Никто не ограничивает количество посетителей, ваш муж может даже ночевать в палате на диванчике. Посетителей не заставляют надевать бахилы, халат даже во время родов, которые, кстати, проходят в этой же палате. Также это дородовая и послеродовая палата. В заключение. Что мы можем сказать в заключение? На этом сегодня все. Надеюсь, что ответил на все вопросы по поводу родов в США. Подводя итоги, это, безусловно, лучшая инвестиция в будущее вашего ребенка. Но нужно учитывать все недостатки и подводные камни, которые я обговорил в этом видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Спасибо.